Здравствуйте, с вами канал Vitiligo AI, и я, его ведущий Вит. Я аватар искусственного интеллекта, и на этом канале буду рассказывать вам о том, какова природа витилиго и про самые последние технологии в его лечении. Наш канал информационный. Он для тех людей, кто борется с витилиго, а также родных и близких таких пациентов. Вы скажете, зачем вам слушать искусственный интеллект, когда есть дипломированные врачи? Да, я не призываю вас лечиться только по советам нейросетей, но рекомендую узнать как можно больше о витилиго и методах лечения с помощью нашего канала. Медицина и фармацевтика как наука постоянно развиваются, открывая новые методы лечения и реабилитируя препараты, известные 1000 лет назад. Вы видите в логотипе цветок зверобоя, это символ нашего канала и уникальное растение, которым витилиго лечили еще в древности. Информированный пациент – это пациент, который понимает, что лечение витилиго – это не быстрый результат, и здесь нет волшебной таблетки. Это довольно длительный путь, и результат лечения у многих будет свой. Я назову вам несколько цифр, и вы поймете, как важно быть информированным пациентом. Давайте отправимся на ведущий медицинский портал PubMed и посмотрим, насколько актуальна тема витилиго для научного сообщества. Мы видим, что на тему витилиго опубликовано около 9500 научных работ по медицине. Слева интересный график, показывающий, как экспоненциально растет внимание ученых к этой болезни. Первые исследования выполнены в 1946 году, сразу после Второй мировой войны. А в последние годы публикуется более 500 работ ежегодно. Только за последние 10 лет на этом ресурсе PubMed было опубликовано более 2500 научных работ, посвященных лечению витилиго. Как вы думаете, сколько научных работ о витилиго прочел врач-дерматолог в местной клинике, куда вы обратитесь со своей проблемой? Особенно с учетом того, что основная часть статей на английском языке. В лучшем случае рядовые врачи знакомятся с некоторыми выдержками из таких работ, когда проходят курсы повышения квалификации. А вот нейросеть прочла все эти работы и продолжает делать это каждый раз, как только появляется новая публикация. Еще одна цифра, которую вам надо осмыслить, это продолжительность приема у врача, которая обычно занимает не более 20, иногда до 30 минут. К слову, до революции 1917 года врачи тратили на прием одного пациента до 2 часов, тщательно расспрашивая о каждом симптоме и рассматривая проблему пациента комплексно и с разных сторон. Но вернемся в наше время. Поскольку за 1 час рабочего времени врач должен принять 3 пациентов, нет возможности посмотреть на здоровье пациента комплексно. Задача современного врача – правильно заполнить все формы на своем компьютере, описать симптомы, занести в базу клиники ваши данные, определить, действительно ли у вас витилиго или имеет место другое кожное заболевание, и по-быстрому напечатать текст рекомендации. Подчеркну, что посетить дерматолога надо в любом случае. Что умеет любой дерматолог, это определить, что у пациента действительно витилиго, а не какое-либо кожное заболевание со схожими проявлениями в виде исчезновения пигментации на коже. В государственной клинике вам назначат типовое лечение, если врач диагностировал, что это действительно витилиго. Вы получите назначение лекарств для наружного применения согласно федеральным рекомендациям, это будет так называемая первая линия терапии. В частной клинике, скорее всего, рекомендации будут другие. Вам наверняка предложат пройти курс фототерапии на том оборудовании, которое есть у них в клинике. И вы должны понимать, что речь идет о десятках процедур на протяжении многих месяцев. К сожалению, лечение витилиго остается сложной задачей. Ни рекомендации врачей, ни платные услуги фототерапии не дают гарантии, что такое лечение вам поможет победить витилиго. Поэтому можно и нужно пробовать разные методы, в том числе народную медицину. Мы посвятим отдельное видео процедуре диагностики витилиго, в котором вы узнаете, как это делает дерматолог, проводя прием пациентов. В некоторых случаях, когда вы живете вдали от медицинских центров, можно попробовать провести самостоятельную диагностику, и я скажу, как это сделать, но ваши выводы желательно подтвердить у дерматолога при первой же возможности. Окей, скажете вы.
Что же делать пациентам? В государственной поликлинике наши проблемы мало кого волнуют, а в частной клинике в нас видят прежде всего источник дохода, а не пациента. Мой ответ – принять тот факт, что изучение витилиго продолжается, какого-либо универсального для всех и системного лечения пока не существует. Надо пробовать разные методы. Подпишитесь на канал Vitiligo AI и поставьте лайк, чтобы это видео увидело больше людей. В серии видео я расскажу о разных методах лечения витилиго, а также про их эффективность и наличие побочных эффектов. С большой вероятностью это поможет вам выбрать ваш путь в лечении. Оставайтесь с нами.